Всем привет! Меня зовут Элина Федорова, я модель, а также основатель онлайн-фитнес-платформы Wispens. И в сегодняшнем видео речь будет идти о сахаре. Забегая наперед, скажу, что я никогда не была сладкоежкой и сейчас ею не являюсь. Если был выбор съесть, например, сладкое либо соленое, я всегда выбирала соленое. Так у меня было с детства. И тем не менее, если я захочу съесть какой-то десерт, я никогда себе не буду в этом отказывать, потому что это бывает нечасто. Я всегда выберу более полезный десерт, нежели там какой-то вредный с добавленным сахаром, потому что тут дело даже не в фигуре, а в том вреде, который оказывает сахар на наш организм. И в сегодняшнем видео мы подробнее об этом поговорим. А также в конце этого видео я поделюсь с вами веганскими рецептами десертов, которые я готовлю дома и которые вы с легкостью сможете повторить. Среднестатистический американец употребляет в день 22 чайных ложки сахара. Это очень много, это в 3 раза больше, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Американская организация сердца считает, что сахар является первой причиной появления таких заболеваний, как ожирение, проблемы сердца, сердечно-сосудистой системы, а также сахарного диабета. Сахар очень плохо влияет на нашу кожу, и он будет способствовать старению, увяданию нашего эпидермиса. Очень часто девушки пишут мне в личку, а также на страницу Wispens, и рассказывают свою историю о том, что они употребляют слишком много сладкого и просят совет, как же от этого избавиться. Но на самом деле не все так просто, как бы хотелось, потому что исследования показали, что когда в наш организм поступает сахар, это вызывает химические изменения в нашем мозгу, которые бы получались бы, если бы мы употребляли какие-то другие вещества, которые вызывают привыкание. То есть, когда мы едим сахар, у нас вырабатывается гормон дофамин, это гормон радости, удовольствия, и таким образом у нас получается химическая зависимость от сахара. То есть, чем больше мы его едим, тем сильнее у нас получается зависимость. То есть, в мозгу формируется новая нейронная связь. Было плохо, съел торт, стало хорошо. И человек таким образом просто вырабатывает привычку есть сладкое, и получается катастрофа. То есть, помимо химической зависимости появляется психоэмоциональная зависимость, потому что у вас, например, какой-то стресс, и человек просто пытается решить эту проблему за счет сладкого. То есть, это такое кратковременное удовольствие. Поэтому нужно как можно быстрее избавляться от этой пагубной привычки, несмотря на то, что это сложно. Также многие продукты содержат в себе скрытый сахар, и если человек не обладает дополнительными знаниями, то отказаться от сахара будет практически невозможно. Например, в составах продуктов можно встретить такие вещества, как цикламат, сукралоза, кукурузный сироп, мальтоза, аспартам и так далее. Это все так или иначе связано с рафинированным сахаром и совсем не связано со здоровьем. Рафинированный сахар – это быстрые углеводы. Но если вы будете употреблять добавленный сахар в небольшом количестве, ничего страшного с вами не произойдет. Но вот исследования доказывают, что если в организме будет переизбыток сахара, это будет приводить к ряду негативных последствий. Сюда же можно отнести инсулинорезистентность, диабет 2 типа, ожирение печени, метаболический синдром и много других плохих последствий. Существует 4 вида сахара: сахароза, фруктоза, глюкоза и лактоза. Самые опасные из них сахароза. Если в вашем рационе будут преобладать продукты с добавленным сахаром, то проблемы со здоровьем просто неизбежны. Сахар, который содержится в ягодах, фруктах, овощах, он расщепляется в организме медленно, потому что помимо сахара там есть еще и витамины, микроэлементы, клетчатка. А вот добавленный сахар расщепляется очень быстро, мгновенно. Сначала вам кажется, что у вас появились силы, настроение поднялось, но это чувство очень быстро покинет вас, потому что что происходит? У вас повышается инсулин, а затем уровень глюкозы падает и становится еще ниже, чем до еды. В итоге вы будете испытывать невероятное чувство голода и сильный упадок сил. Ну и потом снова вы захотите сладкое, и это будет такой, знаете, замкнутый круг. И если такое повышение уровня сахара в крови будет регулярным, это может привести к диабету 2 типа. Основными источниками добавленного сахара являются такие продукты. Например, сладкие газированные напитки, морсы, соки, хлопья, конфеты, торты, печенье, также различные соусы, кетчуп. Для многих людей некоторые, например, продукты не являются столь очевидными, и поэтому неудивительно, что многие люди, они превышают свою норму сахара в день. По данным Национального института рака, мужчины употребляют в день где-то 24 чайные ложки добавленного сахара. То есть это где-то 384 пустые калории в день и более 140
тысяч пустых калорий в год. Итак, мы плавно подошли к моменту, когда я расскажу вам, чем именно вреден сахар. Все, что я сейчас буду говорить, это на основании самых новых последних исследований в этой области, и все есть в открытом доступе. Также мне бы хотелось выделить следующую мысль, что сахар напрямую не влияет на увеличение веса. Нельзя сказать, что если вы сейчас откажетесь от сладкого, от сахара, то вы каким-то магическим образом похудеете. Есть люди, которые не употребляют сахар и при этом все равно имеют избыточный вес. Есть люди, которые наоборот едят сахар и при этом выглядят стройно. То есть вы должны понимать, что опять-таки вообще фигура и здоровье, да, безусловно, это все связано, но тем не менее человек, который стройный, который весит в пределах нормального, он тоже может иметь ряд серьезных заболеваний, таких как и диабет, и проблемы с сердцем, и проблемы с желудочно-кишечным трактом, и акне, и многое другое. Но сахар влияет на увеличение веса косвенно. Как я говорила ранее, сахар содержит в себе много пустых калорий. И чаще всего, если человек злоупотребляет сладким, то он не вмещается в свою норму калорий. Потребление слишком большого количества добавленного сахара может повысить кровяное давление. Гипертония поражает каждого третьего взрослого американца и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сердечную недостаточность. В одном исследовании ученые больше 2 лет наблюдали за более чем 300 женщин. Они обнаружили, что снижение потребления добавленного сахара приводит к снижению давления. Ученые сделали вывод, что если бы женщины потребляли на 2-3 чайных ложки меньше добавленного сахара, то как минимум у 37% женщин давление бы нормализовалось. Употребление большого количества рафинированного сахара создает воспалительные процессы в организме и усиливает хронические воспаления. Это может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Рафинированный сахар влияет на образование морщин. Он вступает в реакцию с белком и создает конечные продукты гликирования. Эти вещества вызывают сморщивание кожи и затвердевание клеточных структур. В одном исследовании женщины, потреблявшие больше сахара, имели больше морщин, чем женщины, которые придерживались правильного питания. Потребление сахара связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, проведенное с участием более чем 30 тысяч человек, показало, что те, кто четверть своего дневного рациона потреблял добавленный сахар, имели на 38% больший риск умереть от сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто потреблял только 8% добавленного сахара. Ну и, конечно же, употребление рафинированного сахара приводит к высоким рискам развития акне. Медленные углеводы резко повышают уровень сахара в крови и тем самым увеличивают секрецию андрогенов и усиливают воспаление. Все это играет определенную роль в развитии акне. Исследование, проведенное среди 2000 подростков, показало, что те, кто часто употреблял добавленный сахар, имели на 30% больший риск развития акне. Также сахар отрицательно влияет на здоровье зубов. Употребление большого количества сахара вызывает кариес. Бактерии во рту питаются сахаром и выделяют кислотные побочные продукты, которые вызывают деминерализацию зубов. Несмотря на все, что я вам сейчас сказала, я считаю, что полностью от сладкого отказываться не нужно. Если у вас будет мера во всем, если вы будете питаться грамотно, то вы будете оставаться здоровыми. Главное выбирать правильный сахар, то есть есть больше фруктов, овощей, ягод, готовить полезные десерты. И даже если вы когда-нибудь захотите съесть торт, какой-то десертик, шоколадку, да, уже с добавленным сахаром, ничего страшного, если это будет там раз в месяц где-то в кофейне с подругой, вы увидите красивый десерт и вы его закажете. Ничего страшного не случится. То есть не нужно себе что-то запрещать. Если вы испытываете чувство вины, думаете о еде, корите себя за какой-то десерт, это уже говорит о том, что у вас расстройство пищевого поведения. Поэтому себя доводить до такого точно не нужно. Просто должен присутствовать здравый смысл. И тогда все будет окей. Ну а сейчас, как я вам и обещала, я вам покажу рецепты десертов, которые я готовлю дома. Тосты со сливочным сыром и клубничным вареньем. Для приготовления первого рецепта нам понадобится хлеб из цельнозерновой муки, свежая мята, фисташки без добавленной соли или сахара, веганский сливочный сыр и клубничное варенье без сахара. Рецепт очень простой. Нам всего-навсего нужно измельчить мяту, затем фисташки. Нарезанный хлеб мы кладем в тостер. Как только наши тосты готовы, сверху намазываем сыром, затем клубничным вареньем. Ну и в последнюю очередь кладем фисташки и мяту.
Получилось очень вкусно и просто. Чиа-пудинг с киви. Для приготовления пудинга нам понадобится семена чиа, 3 чайные ложки сиропа агавы, 2,5 чашки любого растительного молока, я использую овсяное, 2 киви, макадамский орех и йогурт из кешью. В большой миске или контейнере смешайте семена чиа, агаву и молоко. Оставьте смесь на 2-3 минуты, перемешайте, накройте и поставьте в холодильник на ночь или не менее 8 часов. Когда придет время доставать наш пудинг, нарежьте киви и орехи макадамия. Затем все ингредиенты распределите слоями. Йогурт, пудинг, киви и орехи. И все, наш десерт готов. Тоже получилось очень вкусно, и при этом способ приготовления был довольно простой. На этом, ребята, у меня все. Я надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас полезным. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а в комментариях напишите, сладкоежка вы или нет, и какие вообще у вас отношения с сахаром. Посмотрим, кого тут большинство. А мы с вами скоро увидимся. Пока!